Привет, друзья! Сегодня горячие новости, подпишитесь и поставьте лайк, чтобы ничего не пропустить. Начинаем наш выпуск новостей кратко о главном. На фоне идущих переговоров русские военные преступники не перестают наносить удары по мирным жителям Украины. Пожар возник в результате попадания российского БПЛА в гражданский объект в Черниговской области. Один человек погиб, двое пострадали в результате российских атак в Днепропетровской области. И поговорим немного о новых деталях переговоров. После визита Зеленского в Италию он дал небольшие комментарии. Правда ли, что есть 3 разных документа? Да, 3 документа. Первый – рамочный, из 20 пунктов, он постоянно меняется. Второй – гарантии безопасности, жду предложения от наших военных и от их диалога с американцами, и нужно все это объединить с коалицией желающих. Третий – восстановление Украины по завершению войны. Что думает Мелони насчет нынешнего варианта мирного плана? У меня с Джорджией личный контакт, у Джорджии личный контакт с президентом Трампом. Очень важно не потерять это. Италия во главе с Джорджией всегда поддерживала Украину. Сегодня мы обсуждали детали мирного плана, роль Италии очень важна. Вы уже передали обновленный мирный план в США? Нет, сегодня и завтра работаем на уровне советников по нацбезопасности. Думаю, завтра уже передадим. Вы можете подтвердить, что США требуют, чтобы Украина отдала Донбасс? В первую очередь не США. Родоначальником этой идеи была Россия, чтобы мы отдали свои территории. Мы бы хотели, чтобы Америка была на нашей стороне, но Америка здесь посредник. Россия будет хотеть, чтобы мы отдали наши территории, а мы будем защищать наши интересы. Если россияне будут готовы к энергетическому перемирию, мы готовы. Мы всегда это подчеркивали. Мы знаем, что США, к сожалению, не готовы видеть Украину в НАТО. Для нас важны двусторонние гарантии безопасности с США. Они формулируют это как 5-ю статью, то есть то, что в НАТО. Мы хотим детально разобраться в этом вопросе. В ближайшие дни мы будем понимать детали этих гарантий. Американцы сказали, что хотят, чтобы на этот раз у нас были реалистичные гарантии безопасности, проголосованные Конгрессом, чтобы мы это чувствовали: оружие, санкции, ПВО, и чтобы были гарантии по принципу 5-й статьи. И вот эти детали мы пока не прорабатывали. Можно ли ожидать встречи в США на высшем уровне? В любом случае, мы будем в контакте с США. На этой неделе будут встречи на уровне советников по нацбезопасности с американцами. Мы должны делать все, чтобы в ближайшие недели встретиться на уровне лидеров. Правда ли, что, как сказал Трамп на первой же встрече с Путиным, вы заявили, что хотите вернуть Крым и Украина будет в НАТО? Может быть, я сказал это на первой встрече. И я считаю, что был прав. Да, у нас сегодня нет сил на это все, нет достаточной поддержки для этого всего. Но я сказал это на первой встрече. Думаю, я мог бы это подтвердить на встрече с Путиным. Американцы угрожали закрыть Pearl во время переговорного процесса? Нет. Наоборот, сказали, что программа будет работать. Она работает. А вот еще немного информации о переговорах от источников Вашингтон-Пост. Вдоль всей линии прекращения огня от Донецкой области до Херсона предлагается создать демилитаризованную зону, за которой будет более глубокая зона, куда будет запрещено вводить тяжелое вооружение. Ведутся споры об обмене территориями и о том, как будут проведены границы. Возможен корейский вариант — фиксированная линия разграничения при отложенном решении о статусе спорных районов. Запорожская АЭС не будет находиться под российской стороной, США могут взять на себя управление объектом. Вступление Украины в ЕС в 2027 году. Украина отказывается от каких-либо формальных ограничений армии. Администрация Трампа предлагает выделить 100 миллиардов замороженных российских активов на восстановление Украины. Сумма может быть увеличена. Американские чиновники ведут переговоры с BlackRock и Всемирным банком о создании Украинского фонда развития, который привлечет 400 миллиардов на восстановление. Трамп хочет аналогичных инвестиций и для России. Что ж, будем следить за главными событиями. Подпишитесь на мой канал и поставьте лайк.